Всем привет! Вы на канале Watchboxes. Сегодня на обзоре очередная интересная модель от японского производителя Orient. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить последующие обзоры, и перейдем к часам. Перед вами довольно редкие часы из коллекции Neo 70s. Если помните, на канале уже есть видео с Orient из этой серии. Обзор показался интересным, поэтому этот ролик имеет самое большое количество просмотров. Напомню, что те часы представляли из себя хронограф с будильником, про который, между прочим, тоже есть отдельное видео. Модель на солнечной батарейке и полностью производится в Японии. Эти же часы также полностью собраны в Японии. Циферблат и стекло нужно рассматривать обязательно вместе, так как в этих часах эти два элемента работают как бы в тандеме, и стекло служит точно не только как защита циферблата. Во-первых, это минерал. Пока мои любимые хейтеры сейчас пишут свои гневные комментарии в отношении минерального стекла, нормальным людям предлагаю насладиться, насколько же оно тут прекрасное. Поверхность кристалла огранена и напоминает нам драгоценные камни. Эффект сразу бросается в глаза. На свете часы переливаются, и некоторые элементы на циферблате как бы затемняются. Кроме визуального наслаждения, часы дарят неописуемое удовольствие от тактильного прикосновения пальцами к этим граням. Цвет циферблата тоже необычный. Он имеет эффект солнечных лучей. На циферблате золотые П-образные накладные метки. На внутреннем кольце расположена минутная или секундная шкала с шагом в 1 минуту или секунду. Если присмотреться, на ней, кроме рисок и цифр, присутствуют буквы Y, N, L, H, к которым я вернусь немного позже. Возле часовых меток находятся точки с светонакопительным составом, которые нанесли также на стрелки. Давайте сразу посмотрим в темноте. У отметки 3 часа апертура даты. Логотип находится в привычном месте в верхней части циферблата. В часах механизм RR700, который работает от солнечного питания и плюс к этому имеет функцию радиоконтроля. Если кто не в курсе, простыми словами объясню, что это значит. Часы получают сигнал от станции, передающей частоту, на которой настраивается механизм, чтобы синхронизироваться с атомными часами. То есть это идеальная модель для нелюбителей переводить стрелки и носить часы к мастеру для замены батарейки. Механизм позволит установить время вручную, а также настроить один из 25 часовых поясов. Произвести эту настройку можно с помощью кнопок. Нажимать их нужно тонким предметом, что не очень удобно, благо часто пользоваться этими кнопками вам не придется, если, конечно, вы не активный путешественник. В качестве такого предмета я беру обычную шариковую ручку. В режиме обычного времени при нажатии нижней кнопки секундная стрелка укажет, какой часовой пояс установлен. Например, чтобы выставить время по Киеву, нужно переместить ее на 53 секунды, где она сейчас и стоит. Чтобы перемещать ее, также используем кнопки. На час вперед, то есть на секунду вперед, а нижние кнопки на час назад. Позиция 0 на 12 часах. Часовой пояс Токио, так как часы выпущены для рынка Японии. Сейчас время для того, чтобы разобраться с буквами на минутной шкале. Они нанесены для того, чтобы вы понимали, насколько хорошо часы принимают радиосигнал. Если прием успешный, секундная стрелка показывает Yes, то есть букву Y. Если не успешно, соответственно N. Для отображения этой информации нужно нажать верхнюю кнопку. Как видим, прием неуспешный.
Это можно объяснить тем, что мы находимся в помещении, и принимать радиосигнал лучше возле окна или на улице. В случае, если прием сигнала успешный, секундная стрелка оценит его низким, low, буква L, или высоким, буква H. Но в любом случае мы можем настроить время без приема сигнала. Сперва развинчиваем головку, которая тут на винте. И в первом положении настраивается дата. Тут мы хотим покрутить ключик, но, как видим, ничего не происходит. Да, настраивается дата также кнопками. Мы нажимаем верхнюю кнопку и видим, как числа будут медленно меняться. Если мы зажмем и поддержим, они будут меняться дальше, пока мы снова не остановим. Таким же образом, во втором положении ключика настраивается время. Или если зажмем, оно будет меняться, пока не остановим. На первый взгляд корпус совсем простой. Однако, если присмотреться, можно заметить замечательную детализацию. Диаметр 39 мм, расстояние от ушка до ушка 46 мм, а толщина 10,6 мм. Да, часы действительно небольшие, но я бы не сказал, что они прям мелкие. Рант гладко полирован и немного утоплен. Хотел бы акцентировать внимание на ушках, которые имеют 3 грани, повторяющие грани на стекле. Матовая сторона корпуса переходит в гладкий полированный скос на ушке, который в свою очередь также переходит в матовый верх ушка. Ушки имеют небольшой наклон вниз и опускаются чуть ниже крышки часов. Для людей с большим обхватом запястья такая модель может не подойти по причине того, что ушки будут впиваться в кожу. Но для тех, у кого запястье среднего размера или маленькое, такая деталь наоборот будет плюсом, и часы будут ощущаться комфортно. Комплектуются часы стальным браслетом. Толщина браслета у основания 20 мм, а у застежки он сужается примерно к 18 мм. Застежка с кнопками по бокам. На задней крышке логотип Ориента. Написано, что часы с радиоконтролем и заряжаются от энергии света. Водозащита 10 бар, нержавеющая сталь, номер модели, а также указано, что часы полностью сделаны в Японии. Как вы уже могли заметить, сейчас доступны 3 модели. Ту, что мы непосредственно рассматривали, часы с другим цветом циферблата, а также модель с черным PVD покрытием корпуса и браслета. Цена часов $380. Модели с PVD покрытием будут стоить незначительно дороже. В конце хочется сказать, что это очень красивые часы с неординарным дизайном, однако имеют проблему с читаемостью. Модель выпущена исключительно для внутреннего рынка Японии, поэтому в наших широтах будут большой редкостью. Для тех, кого заинтересовали такие часы, я оставил ссылки в описании. Пишите в комментариях, что вы думаете про эти Orient Neo 70s. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч!